Привет, Киншо. Привет, Радик. Рада тебя видеть. Я тебя тоже. Скажи, пожалуйста, немного о той работе, о тех мастер-классах, которые ты будешь представлять на Оши Тантра фестивале. Ага. Но у меня, в принципе, планируется 3 мастер-класса таких интересных очень. Каждый отличается по своей структуре, по тому, какая тема будет в каждом из них раскрываться. И первый из них – это исследование внутренней мужчины, внутренней женщины. У нас, возможно, там многие слышали, да, ты наверняка, ты уже знаешь всю эту историю, что несмотря на наш пол, в котором мы родились, да, у нас всегда присутствуют 2 энергии. Есть мужская энергия, есть женская энергия. Это также поддерживается чакровой системой, то есть у каждого из нас есть мужские и есть женские чакры. Вот. И, как правило, у нас общество склоняет нас к одному из этих, к одной из этих полярностей, при этом таким образом, что исключает другую. И получается, что мы, имея 2 ноги, скачем как будто бы только на одной, по большому счету. И мой мастер-класс по поводу исследования, он направлен на то, чтобы, во-первых, открыть в себе вот эту противоположную энергию, принять ее, увидеть, как она проявляется, и соединить их вместе, потому что когда там одна нога это одно получается, когда другая это другое, да, но когда ты ходишь на 2 ногах, это полноценное хождение, да. Другая метафора это как птица, у которой 2 крыла. Она не может лететь только с одним крылом, да, ей нужно 2 крыла, чтобы полноценно лететь, чтобы исследовать, чтобы открывать новые горизонты. Поэтому мой мастер-класс он про это. Мы будем это делать через различные, это тантрические практики, через танцы. Это очень веселая на самом деле история. То есть есть вещи в тантре, которые достаточно сложно с которыми встречаться, потому что они сразу поднимают много вещей. А это она очень веселая, потому что она новая, она неизведанная, и при этом в ней действительно очень много такого вот радости вот этого вот исследования. Здорово, очень интересно. Получается, на этот мастер-класс могут приходить и мужчины, и женщины. Да, да. И это один из мастер-классов, где баланс, в общем-то, не так важен, потому что это самостоятельное исследование. Конечно, там есть и когда друг с другом происходят какие-то истории, да, но это не принципиально, поэтому все приглашаются, все, кто так или иначе хочет исследовать себя глубже, с новых разных граней и открывать этот мир, скажем так, более глубоко и насыщенно, да, то есть все приветствуются, соответственно, для этого. Прекрасно, спасибо большое. Ты будешь проводить еще тантрическую такую медитацию, она называется «Круг света». Можешь несколько слов о чем это? Да. У нас, как бы я уже говорил вот в мастер-классе по мужскую и женскую энергию, круг света основан, в принципе, на той же самой концепции. И у нас, тантра в основном работает с первыми 4 чакрами, да, потому что они самые полярные. У нас 5-я, 6-я тоже заряжены по-разному, да, то есть 5-я как более мужская, женская, 6-я как более женская, но там полярность уже не так сильно, потому что там уже начинает энергия сходиться гораздо больше. А первые 4 чакры, они сильно поляризованы, и поэтому работа с ними происходит гораздо более интенсивно и интересно. И круг света – это практика, которая настроена на то, чтобы мы включились в естественный ход энергии. В тантрическом учении у нас 1-я чакра у мужчин, она отдающая, а 4-я сердце принимающее, то есть это у нас женская чакра принимающая у мужчин, а 1-я отдающая, соответственно. У женщин она наоборот. 4-я отдающая по сердцу, по любви, да, а 1-я, соответственно, принимающая. У нас, в общем, даже структура тела как бы это показывает. Эта практика, она как раз и основана на вот этой вот поляризации, что ли, да, это работает, в принципе, как электромагнетическая история. В идеале оно работает без какого-либо, то есть
в принципе, не нужно никаких практик делать, если мужчина и женщина с хорошо текущей внутренней энергией друг с другом сходятся, этот кругосветка начинает происходить естественным образом. Но так как у нас, к сожалению, есть нарушение в движении энергии, скажем так, да, то эта практика призвана как раз вот это движение настроить на гармоничный ток. И она очень простая, с одной стороны, то есть принцип очень простой, но она очень глубокая. И женщины становятся, ну скажем так, они более расслаблены в своей женской энергии становятся, а мужчины в своей мужской энергии более расслаблены становятся. И, ну, в общем-то, наверное, это одна из самых основных, в принципе, тантрических практик, да, то есть это основа основ. Это очень привлекательно. А скажи, пожалуйста, эту практику необходимо практиковать в паре мужчина-женщина? Ее желательно практиковать в паре мужчина и женщина. В принципе, если женщина хочет исследовать свою мужскую часть, допустим, она посмотрела, что вот окей, вот мы сделали мужскую и женскую энергию, ей хочется исследовать мужскую, да, у нас чакры работают в оба направления. То есть то, что я сказал, это то, как энергия движется доминирующим образом, да, то есть основным, но она также может двигаться и в обратную сторону. Возможно, если кто-то захочет исследовать такую для себя историю, да, то женщина может, например, пойти в мужскую часть и давать по первой, принимать по четвертой. Или мужчина, например, тоже может исследовать женщину, потому что реально начинаешь погружаться в свою другую суть в этот момент. Но, конечно, лучше, если будет парная работа, тогда это будет гораздо более интенсивно, потому что за счет того, что у нас это как магниты, да, когда противоположности, то энергия сильнее и сильнее начинает работать. Двигатель запускается гораздо мощнее. Это очень интересно и очень вкусно. И сразу такой вопрос. Вот попробовав эту практику, смогут ли участники уйти и практиковать ее дома, если это будут пары, например? Да, вполне. В общем-то, я бы ее даже прописал практиковать парам. Она очень сильно сближает. Она очень сильно открывает энергетическую близость. Я очень люблю Оша, да, и недавно опять наткнулся на его кусок по поводу тантры, о том, что люди ищут в основном свою вторую половинку, да, того идеального человека, который подойдет ему по энергетическим центрам и так далее. В тантре же, тантра обладает инструментом и мощью, и алхимией для того, чтобы трансформировать любых людей, даже если они друг с другом никогда не общались, никогда не взаимодействовали, но трансформировать их чакры на созвучность и на синергию. То есть не искать где-то этого человека, который когда-нибудь придет, а встретиться с человеком, который есть, и с ним запустить эту историю. Вот так и тантры, и конкретно в этой практике есть вот эта сила. Очень интересно, уже хочется прийти и попробовать. Приходи. Спасибо.